Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в видео мы поговорим о том, что нельзя делать вечером, потому что именно такими действиями, словами, делами вы сами, возможно, осознавая, возможно, не осознавая, не понимая, притягиваете беды, проблемы, неприятности, неудачи в свою жизнь. Конечно, за один раз это не произойдет, но когда вы делаете это изо дня в день, вы таким самым образом притягиваете определенную энергию. И эта энергия, как правило, деструктивная, разрушающая, а это вам не нужно. Поэтому обязательно делайте это, то, что нам говорили еще наши предки. Обращаем ваше внимание, что заход солнца и наступление темноты для нас не является сегодня в современном мире чем-то вот таким особенным или устрашающим. Однако наши предки остерегались не только выходить в это время уже на улицу, но и заниматься многими бытовыми вещами. Потому что считалось, что темное время суток – это период разгула нечистой силы. И есть список примет, которые стоит обязательно каждому принять к сведению, чтобы сохранить в доме достаток, счастье, благополучие, здоровье и так далее. И давайте начнем с того, что уже нельзя делать в вечернее, в темное время суток. Во-первых, никогда вечером не выносите мусор. Очень многие почему-то любят это делать после работы, то есть приходя домой в часов 7 вечера и уже принимаются за приготовление ужина, кто-то начинает выносить мусор и так далее, и так далее. Хотя я вам сразу сказать, что это уже неправильная постановка вопроса. Это нужно делать именно в дневное время. Вы знаете, раньше считалось, что любая вещь, выброшенная на улице именно в это время, может стать основой как для сглаза, так и для порчи, а также и может повлиять на ваше материальное благосостояние семьи. В доме начнут пропадать деньги. Поэтому идете на работу утром и вынесли заодно мусор. Даже возможно, если у вас маленький пакет мусора. Помните о том, что мусор – это изначально негатив. Изначально, что вы выбрасываете в мусор? Вот проанализируйте, вы выбрасываете то, что вам уже не нужно, испорчено, поломано и так далее, и так далее. И эта энергетика оседает в мусорном ведре. И большая просьба, у вас должно быть не просто мусорное ведро, а обязательно должно быть с крышкой. Проконтролируйте, потому что таким образом, когда вы все это выбрасываете, еще оставляете на ночь, таким образом этот негатив распространяется по вашему дому. Далее, что еще нельзя делать в вечернее в темное время? Это убирать в доме. Очень многие наши современные люди считают, что можно убирать в любое время. Но если бы наши предки так бы считали, то они бы нам не передавали эту очень важную информацию. Поэтому знайте о том, что если вы в вечернее, после захода солнца моете пол, то таким образом вы вымываете из дома любовь, вы вымываете счастье и удачу. И наши предки понимали, о чем они говорят. Поэтому к этому моменту, именно к этой практике они относились очень щепетильно. Кто-то сейчас нам скажет о том, что, ну, конечно, они не делали это в вечернее время, потому что у них не было электричества, у них не было газа, у них не было воды, как же они тогда могли делать? Но вы знаете, что в то время все равно были свечи, в воду можно было занести в ведро и так далее. Но наши предки старались сделать это, когда солнышко было на небе, и никак по-другому. Что еще нельзя делать в темное время суток? Пожалуйста, никогда на ночь не оставляйте нож на столе, потому что это будет приводить к всевозможным болезням, к ссорам, скандалам в вашей семье. Это вам точно не нужно. Также никогда на столе не оставляйте и грязную посуду. Наши предки верили, что хозяйки так проявляют неуважение к своему хозяину дома, к домовому, который начинает мстить, а, проще говоря, забирает покой и сон. Поэтому никогда не оставляйте на ночь грязную посуду. Вечером поужинали, помыли, разложили посуду, на этом закончили. Также никогда на столе не оставляйте и пустую посуду. Она должна быть обязательно чем-то заполнена. Это очень важный момент, поэтому, пожалуйста, уважаемые наши слушатели, старайтесь придерживаться этого простого правила.
Еще вечером нельзя давать деньги взаймы и нельзя их брать в долг. Потому что если вы даете в долг уже после захода солнца, вы навсегда лишаетесь денежной удачи. А если сами берете деньги, то будете до полугода в долгах, как в шелках. Вы знаете, до сих пор вот это правило действует среди людей, которые прошли, знаете, и Рим, и Крым, и медные трубы. Они понимают о том, что наши предки были достаточно мудрые люди, да, у них не было интернета, у них не было, возможно, у кого-то книг, даже были люди, которые еще не умели еще лет 100 читать даже книжки. К сожалению, это было большой роскошью, но они передавали эти знания. И все, что касалось именно денег, благополучия, достатка, изобилия, они на это очень делали большой акцент. Далее, что нельзя еще в вечернее время делать, это нельзя мужчинам бриться. Потому что, наводя красоту в это время суток, таким образом мужчины провоцируют появление проблем в интимной жизни. Конечно, кто-то скажет, ну, наверное, просто мужчинам сложно бриться раньше было, потому что действительно были свечи, а сейчас у нас с вами электричество, мы все в современном мире, но, вы знаете, наши бабушки все-таки разбирались в этом и понимали, о чем они говорят. Также следующее, что не нужно делать в вечернее время, нельзя вечером смотреться женщинам в зеркалом, потому что считается, что это может забрать молодость и красоту, а также приблизив старость. Обращаем ваше внимание, что мы делаем здесь акцент на том, что именно не то, чтобы нельзя смотреть в зеркало, а мы имеем в виду, что нельзя смотреться долго в зеркало. Знаете, бывает так, что вот проходили мимо зеркала и решили заглянуть, улыбнуться себе и пойти дальше. Это одно дело. А другое дело, когда вы в вечернее время подошли к зеркалу, что-то посмотрели, потом расплакались, что-то начали сидеть, рассказывать своему зеркалу. Вы должны понимать, что зеркало, оно все удваивает и приумножает. Если вы со слезами на глазах, с проблемами, с горестью, со злостью подходите к зеркалу, особенно в вечернее время, и начинаете что-то рассказывать, и потом идете дальше, вы должны понимать, что таким образом вы задаете зеркалу определенную программу. И эта программа рано или поздно вернется к вам. При этом, как правило, это все возвращается в тот момент, когда вы просто этого не ожидаете. Поэтому, пожалуйста, поменьше смотритесь в вечернее время в зеркало. Да и вообще старайтесь поменьше смотреть в зеркало. Вы должны быть сами уверены в себе, что у вас все прекрасно, что вы прекрасны, что вы здоровы, что вы счастливы, что вы благополучны. Помните об этом. Также нельзя в вечернее время выливать воду из купели, в которой купали грудничка. Как правило, да, сейчас в современном мире все считают, что по-другому, это не имеет никакого значения, но вы должны понимать, что когда вы так делаете, вы тем самым провоцируете проблемы со здоровьем ребенка. Поэтому лучше водичку, даже если вы живете в квартире, вы живете в каком-то в современном мире, доме, оставляйте до утра, а уже с восходом солнца выплесните эту водичку. Обращаю ваше внимание, кто живет в деревнях, селах, до сих пор даже взрослые люди после того, как приняли ванну, да, в коридоре кто-то, потому что все равно сегодня нет у всех тех условий нормальной жизни по разным причинам. Да, в больших городах это есть, а в селах, деревнях, к сожалению, до сих пор люди, возможно, купаются еще до сих пор в тазиках. Но ничего страшного в этом нет, просто эту воду не нужно выносить после того, как покупались. Оставьте, а утром уже эту воду вынесите. Кроме того, эта вода еще за ночь еще напитается вот негативом, который, возможно, витает у вас в вашем доме. Поэтому помните, что вода имеет достаточно сильную энергетику, и она вам еще в этом поможет. Поэтому используйте ее себе во благо.
Вот, друзья, мы поделились в этом видео важными акцентами, моментами, что же все-таки нельзя делать вечернее в темное время суток, потому что таким образом вы, возможно, привлекаете не очень хорошие события в свою жизнь. Помните об этом. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то, что вам интуитивно понравилось. И смотрите, там много будет полезной, важной, нужной, интересной информации для вас.